Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GwardUA, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Sanji228. Интересно, конечно, у тебя ник, а ну-ка напишешь мне в комментариях, почему ты именно такой себе никнейм выбрал. Расширенный пул, конечно, тоже был только что шикарен, всех тупо выставил. Интересно, интересно. Кстати, объясните мне вот в комментариях, зачем вы выставляете полностью весь расширенный пул, почему в течение игры бы его не выставить, либо хотя бы, ну, заранее можно, типа, выставить некоторые фигуры, которые ты изначально хочешь видеть, по сути. Либо ты там задумал какой-то билд. Короче, непонятно для меня, почему многие люди так делают, что они полностью выставляют расширенный пул. Зачем? Почему? О, пандочка, кстати. Кстати, пандочка, здорово. Интересно. Ой, клевер. Но, скажем так, он написал мне в Телеграме о том, что эта каточка будет очень интересной. Будет ли здесь что-то такое с пандой? Вопросик. Вопросик остается открытым. Вот и посмотрим, будет ли здесь что-то такое интересное с пандой или нет. Но мне на самом деле бы хотелось увидеть карточку с какой-нибудь пандочкой от подписчика. А вдруг кто не знает, если что, ладья 7 у него. Вот я вначале не сказал об этом, но у него ладья 7. Он попросил, чтобы я посмотрел данную карточку, подметил какие-то там ошибки. Просто рассмотрел, сделал обзор. Короче, ну вы поняли. Обозревать карточку, прокомментировать ее, подметить какие-то ошибки. Ну и все, в принципе. Но сказал то, что мне эта карточка должна понравиться. Интересный звучит момент. Взял, конечно, перчатку, но не прочекал до этого вражеские столы, потому что иногда эта перчатка будет, в принципе, валяться мертвым грузом. Хотя, судя чисто по своему опыту, могу сказать следующее, что эта перчатка, она будет импактовая даже в течение игры. Даже если, типа, кто-то там суммона не берет, по-любому какой-то суммон да нарисуется. Кто-то будет там через кабанчика играть, кто-то через какой-то суммон, кто-то через инсектоидов будет играть. А я напомню, что эта перчатка хавает инсектоида. То есть переродившегося инсектоида можешь схавать, если у тебя, соответственно, достаточно хп. Вдруг кто не знает, как работает эта перчатка, то работает она следующим образом. Чем, если твое хп больше, либо равно призванному существу, оно его схавает. И все. И на своем поле ты получишь, соответственно, плюс одну монетку. А на вражеском просто уничтожишь, соответственно, суммон. И я бы, кстати, на его месте бы сделал бы себе сейчас стол со старта уже бы посильнее. Потому что в данный момент у него стол максимально юзлесс. И, ну, это хрень полнейшая. Вот серьезно. Ну, такое. А, ну, кстати, походу не полностью весь расширенный пул сделал. Просто часто используемую фигуру выбрал. И хочет, походу, на шаманчиках сырать. Это что-то интересное. Вот он, ну, он, в принципе, сейчас и выиграл раунд, но можно было бы еще и посильнее себе стол сделать. Ну ладно, то такое. Тут есть орк-шаман. И, если честно, я бы на его месте не рассчитывал на то, что ему упадет нефритовый генерал, отвечаю. Типа, вот, все, убрал. Окей. Теперь рот завалил, так сказать. Так сказать, рот я завалил. Потому что, если нефритовый генерал не упадет, то весь его билд с игры на шаманах посыпется в пух и прах. Играть через пант — это вообще такая, знаете, жесткая рулетка, в которой ты будешь проигравший зачастую, чем выигрышный. Ну, как-то так. И, ребят, хочу напомнить, что если вдруг вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с конкретной ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно сделать, соответственно, для того, чтобы я прокомментировал вашу запись. Поэтому, если вам это интересно, переходим, соответственно, туда. Ну ладно, лучше, чем ничего. На самом деле, в действительности, это лучше, чем ничего. Короче, переходите по ссылочке, читайте все там условия, скидывайте мне записи, я буду комментировать. Все. Работаем. Кстати, хочу обратить ваше внимание, это будет сейчас небольшой такой байт, еще раз на мой телеграм-канал. Так вот, у него сейчас, видите, старый интерфейс, а он играет с мобильного устройства. А запись он скинул мне, ну, по-моему, 2 дня назад. Так вот, если вы хотите узнать, как все-таки сделать такой же интерфейс, то заходите в мою группу в телеграм-канале, там есть чат комьюнити. Заходите, спрашивайте свой вопрос, как вернуть старый интерфейс, и все, в принципе. И вам там все подскажут, все сделают. Короче, все будет на высшем уровне. Ну и, ребята, раз уж такая вот какофония пошла, то следующее. Не забудьте поставить лайк, это первое. Вот сейчас берешь, ставишь лайк. Комментарий от 3 слов в поддержку меня, соответственно, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. А если ты еще и не подписан, то подписывайся. Потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура, до миллиона недалека. Недалека. Далеко. Вот.
Ну и все, в принципе. На этом и хватит. На этом и хватит. Так, кунг-фу. Кстати, Омник хорошая фигура тоже. Мгм, правильно делает то, что он сейчас перекинул молнию в Марсе. Я, ну, не перестану говорить о том, что Марси это обалденная фигура. Это просто, это фигура, от которой ты получаешь такое наслаждение. Кстати, сейчас было бредово на самом деле брать уровень. Потратил только деньги. Ну, ладно. Хозяин-барин. Я все время говорю о том, что типа я буду высказывать свою мысль, но, так сказать, хозяин-барин, он сам решает, как им играть. Правильно? Правильно. Тут у чела уже такой мощный стол. Хорош. А тут вообще на убийцах играет. Так вот, я бы на его месте не делал бы этого, а выходил бы в инкам, выходил бы как можно быстрее в деньги и все. Если хочешь какой-то билд реализовать, то соблюдай хорошую экономику. Бери уровень только тогда, когда ты можешь, соответственно, усилить свой стол довольно-таки жестко. В остальных случаях этого делать не стоит. Лучше идти спокойно в уровень. А если тебя начинают прям гнобить, то я рекомендую вообще поставить лустрик. То есть жрецов для того, чтобы сэкономить себе хпшку. Но как-то так. Вот в целом довольно-таки должна быть интересной игрой. Да что ж такое происходит? Далека игрой. Обалдеть. Я, кстати, когда-то... Точнее, как когда-то. У меня до сих пор есть идея реализовать легендарную фигуру Горный Вождь. Ну, до сих пор есть такая идея. Психует. Хочет, чтобы ему пандочка что-то принесла, кроме Рубика. Вот психует. Ну, ты должен прекрасно понимать о том, что панда тебе только может принести что? Правильно. Боль и разочарование. С этим нужно свыкнуться, к этому нужно привыкнуть, с этим нужно жить, когда ты играть хочешь через панду. Ну, либо же просто надеяться на то, что ты просто будешь играть через кунг-фу, кайфовать от игры на кунг-фу и не париться на тот счет, что тебе панда хоть что-то может не принести. Вот. Как-то так. Как-то так. Кстати, у него шахматная доска как... Ну, это имба. Вот это... Не, ну, в принципе... Да не, Майлшторм надо лучше оставить в Марсе. Кстати, тебе там еще один волшебник. Поторопился ты с продажей грима. Надо было не продавать грима. Найти себе еще одного волшебника и поставить 4 кунг-фу. Все-таки 4 кунг-фу это тебе не шутки. 4 кунг-фу это очень сильно. Да не продавай сейчас ничего. Давай, не продавай. Все будет в порядке. Все, держись. Самое главное сейчас верь в то, что тебе придет еще один хитрец. Придет еще один хитрец, ты закинешь в него яичко, и у тебя будет, соответственно, хитрец 2 звезды тебе тащить катку. У тебя еще и экономика будет просто, ну, песня. Кстати, хочу напомнить, что синергия кунг-фу это единственная синергия, которая может пробить крест. Крест от тролля жреца. Вот как-то так. Вот и живите теперь с этим. Ну уже там 2700 урона не наносит такие. Давай еще одного хитреца. Ему надо 2 волшебника срочно. Ему нужен еще один волшебник. И жизнь будет прекрасной. Да. Тихо, там записью. Я так понимаю, у него там эмоции по полной программе сейчас. И я сейчас не понял, что за раз... Чего? Какая авторостановка? Ты чё? Несите святой воды срочно. Мне надо промыть глаза только что я увидел. Алло. Какая авторостановка? Авторостановка это та хрень, которая тебе может так заруинить, что потом плакать будешь от этого. Коса сколы. Интересный выбор. Он настолько уверен в своем столе, что он берет косу сколы. Я бы был уверен в своем столе только тогда. Вот на такой вот уровень прям только тогда, когда у меня был бы хитрец 2 звезды. Но в принципе на самом деле он играет через синергию кунг-фу. Предметы у него довольно-таки хорошие. То есть ты на мобах юзнул авторостановку,
А тут ты ручной, ну, ручками расстановку делаешь. Что? Фу, ладно. Ладно, ладно, ладно. Если что, я на самом деле рофлю. Типа, каждый выбирает сам, как он будет играть и тому подобное, но никогда не юзаю авторасстановку. Типа, ну, никогда. Ну, это что? Мне больно становится от этого. Больно, больно. Косу! Забыл. Ну, это и все из-за того, что ему хитрец пришел. Типа, вот ему хитрец пришел, он люто обрадовался, и поэтому все, у него там мозг отвлекся совершенно на иное. Ему, кстати, люто фартануло то, что он нашел себе раннюю волшебницу на 10-м. Типа, он мог за... Куда ты ролишь? Зачем? Что ты делаешь? Зачем ты ролишь? Зачем ты из инкама выходишь? Выйди в 50 монет. Бери себе уровень спокойно. И все. Куда у тебя руки чешутся, что ты ролишься? Алло. Я сейчас не понял. Ой, 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 ой. Но не имбовая это... Нет, да не имба. Да нет. Ну красиво, да? Как работает хитрец? Синергия кунг-фу это просто... Ну, это синергия кунг-фу это как состояние души, поймите. Синергия кунг-фу это то, что доктор прописал. Для души. Ты когда играешь на синергию кунг-фу, ты одновременно понимаешь, что ты можешь тащить, как, не знаю, как бог. И одновременно понимаешь, что тебя могут так нагнуть, как не знаю кто. У меня сейчас хороший... Берешь дискорд, закинь центральную фигуру, потому что центральная фигура тогда больше, как бы, заденет фигуру на магический дебаф. Я так понимаю, он сделал дискорд чисто из-за того, точнее, он рольнул предмет минус 6 брони чисто из-за того, что у него хитрец много урона наносит. Но если посмотреть внимательно, кто наносит в действительности урон, мы увидим сейчас Марси с 3500. Ладно, все, все, я завалил рот. Все, все, я понял. Дискорд отличный выбор. Шикарный выбор. Это выбор богов. Зачем ты ролишься? Что ты там хочешь найти? Улучшение, ну, жрицы света и Марса? Да это хрень полнейшая. Ты потратил сейчас кучу бабла вместо того, чтобы идти в уровень и уже поставить себе баф чернокнижников для того, чтобы у тебя был какой-никакой, ну, отхил. Куча денег ушло тупо на необдуманные роллы. Ну, вот кроме 10-го раунда. На 10-м раунде поролился нормально. На будущее. Уровень. Уровень. Тебе нужен уровень. На уровне ты сможешь, соответственно, поставить себе баф чернокнижников. А баф чернокнижников это 20% от хила. Это нормальная такая прибавочка, знаешь, к пенсии. Не, серьезно, типа, не надо, ну, ролиться необдуманно вообще не надо. Сейчас у тебя, в принципе, все окей. У тебя 51 монетка, 83 хп, у тебя винстрик, у тебя коса скола, которая тебе тоже дает уровень. Если ты сейчас еще и Каспера отправишь, ну, касперить в какое-то пространство, в межпространственное, то вообще будешь в ажуре, ты будешь в таком шоколаде. Скажем, что шам. Что сам шоколад будет завидовать тебя. Ну, типа, ну, мог просто уже усилить себя намного сильнее. Ну, ладно, окей. Окей, смотрим дальше. О, если ему сейчас упадет медальон второго тира, который дает возврат урона, это будет имба для этих, для кунг-фу. О, усиление. Видишь, не ролишься, усиление. Ой, барабанчик. Вот лучше в Марсе, да. Хотя на самом деле я бы...
Я был, наверное, барабан сделал. Ну, в принципе, окей. Молния это тоже отличная тема, потому что если Марси активирует свою способность, да даже если просто не активирует. Короче, могут молнии сработать как от Марси, так и от хитреца. Соответственно, будет срабатывать молнии. Там тоже будет некая вероятность, что может работать синергия кунг-фу. Кто вдруг не знает, как работает синергия кунг-фу, она работает следующим образом. Чем больше у вас урона с руки, тем, соответственно, выше шанс, что сработает синергия как первого уровня, так и второго уровня. Чем меньше у врага хп, вот в процентажном соотношении, тем, соответственно, выше шанс срабатывания синергии кунг-фу. И все, в принципе. Вот. Вот. Как-то так. Ну еще самое главное, то, что клевер все эти шансы повышает. Это вообще имба. Имба то, что клевер повышает все шансы. Это прям сочно. Ну, билды прям не такие уж и сильные там сейчас. Единственное, что там есть Манки Кинги. Этот вообще рыцарь. Так, давай Каспер. Да ну не ты. Нужен Каспер. Нужно вот этого вот Каспера вынести и получить 14 опыта. Кстати, вдруг кто не знает, напоминаю, что перчатка первого тира работает отдельно друг от друга теперь. Не знаю, в каком это патче сделали, но теперь это работает отдельно друг от друга. Имба, имба. Да что ж такое, нос чукается, алло. Ты падла. Ой, какая ты там на ханжу падла. Ой-ой-ой-ой-ой. Манки Кинг, еще и покупай друг. Да. Абузи Тенчу, красава, чисто по моим стопам. Или подожди. А вот это я сейчас не понял. Продай эльфийскую волшебницу. Эльфийскую волшебницу продай. Продай ее и выйди в 50 монет. Миндальная связь. Продай. Не работает. Поломался. Поломалась моя миндальная связь. Не работает. К сожалению. Но обидно, что вот этот Ганджу забрал винстрик. Это неприятно. Ну, в принципе, нормальное решение Манки Кинга поставить, но я бы все-таки, наверное, Марси оставил. Все-таки, ну ты же тогда себе баф 4 богов убрал. У тебя хитрец не будет так прыгать, как ты хочешь. Угу. Надо выбирать. Но он верит в то, что 4 бога ему достаточно. Тогда поставь лон друида вместо жрицы света и получишь себе баф к урону 10%. Хотя хитрец у тебя магия, если что, в основном дамажит. Так, один призыв схавал. Лети! Чпуньк. Вот если бы у Каспера был винстрик, он бы сейчас этот винстрик забрал его. Можно, кстати, синергию магов потихонечку собрать. Чисто, чтоб... Зачем ты ролишься? О. Ну я не понимаю, зачем ролиться, типа. Для того, чтобы жрицу света в 2 звезды сделать, ну, как бы такое себе. На самом деле, я даже не понимаю, какой билд он хочет сделать, но я так понимаю, он все равно будет играть через кунг-фу. Но у него все шикарно. У него винстрик, у него много хп. О. О, как! Интересный моментик. Будешь пробовать как-то нефритового генерала реализовывать или нет? Манки Кинг ему так хорошо идет. Я так понимаю... Хотя, на самом деле, я не особо понимаю, какой он хочет билд себе сделать. Будет он играть через Манки Кинга или через хитреца до конца? Вопросик такой у меня есть.
как он будет играть. Но судя по тому, что он тыкает на богов, то он хочет через богов сыграть. Не, ну теперь на самом деле он может попробовать поставить себе и шаманов. Так-то. 4 кунг-фу и 6 шаманов. Предметов ему однозначно не хватит, но это такое. Дело наживное. Угу. Ну, еще один раунд можешь потерпеть. Как-никак у тебя есть коса. Я бы синергию кунг-фу вообще бы сейчас не сбрасывал. Просто сейчас нефритовый генерал не даст столько импакта. А вот от пивной панды может сработать синергию кунг-фу. Сейчас там просто у нефритового генерала первого уровня летит один камень, а не два. И теперь, ну, не настолько лютый импакт. Да, там стан побольше, но один камень. Это один камень. Интересно, какой по итогу-то билд будет. А ну-ка, давайте Ну, блин. Нет, так нечестно с вами играть. Я хочу типа подсказать вам, а ну-ка давайте догадаемся, какой у него будет билд, и, соответственно, пишем в комментариях, а потом я понимаю, что я же превьюшку по итогу все равно сделаю, и вся информация будет в превьюшке. О, 600 урона от нефритового. О, пиво. Он на самом деле просто еще и антимага берет сверху. У меня вообще замешательство, 150%. Пивную панду поставь вместо генерала. Пивную панду поставь. Ему надо баф чернокнижников поставить. Даст 20% от хила, и это будет то, что доктор прописал. Нормально так поможет. Ну, на самом деле, типа, вот, серьезно говорю, лучше синергию кунг-фу оставлять. И вот эти вот пивные панды. Пивная панда, на самом деле, очень много может нанести вреда. О, теперь все, теперь все. Моя душа спокойна. Моя душа спокойна на этот счет. О, Колян. Семечки Колян. Без обид. Шутка. Шутка-минутка. Да, ему отхил нужен. Без отхила тяжело ему играть. Так, пивная пана накинула свое пивко. А, не сработало ничего. Обида. Ого. Ничего, ему хитрец идет. Давай ты сейчас еще одного хитреца найдешь. Активируешь реликвию яиц, сделаешь себе хитреца в 3 звезды. Не, ну ты рано это делаешь. Очень рано. Надо было, когда тебе еще один хитрец пришел. Вот тогда можно было бы реликвию яиц активировать. А активировал бы реликвию яиц, сделал себе хитреца в 3 звезды и кайфовал бы от жизни. Самое интересное, зачем ему антимаг? Неужели он хочет здесь ведьмаков поставить? Нежить. Ганджу, здорово. А что там, у тебя винстрик 6? Поделишься? Спасибо. Спасибо, дорогой. Вот теперь у него есть куча яиц. Давай сейчас, хитрец приходишь, делаешь хитреца в 3 звезды. Сейчас еще одно яйцо надо. Еще одно яичко, еще один хитрец. И жизнь не далась. И жизнь будет мед. Не, ну хитрец 3 звезды это то, что доктор прописал, серьезно. Мне от такой каточки будет только кайф. Так, не. Мне здесь нужна святая вода. Здесь мне нужна святая вода. Зачем ты апнул яйцо в 2 звезды? Для чего?
С яйцом в 2 звезды ты можешь только апнуть фигуру в 3 звезды, если у тебя будет, соответственно, еще одна фигура в 2 звезды. То есть, допустим, у тебя 2 Манки Кинга в 2 звезды, только тогда сможешь реализовать это яйцо. Но, я миллиардный раз говорил о том, что ты можешь 2 яйца кинуть в 4 Манки Кингов и получить себе, соответственно, 3-звездочную фигуру. Ну, если, естественно, у тебя до этого еще было. То есть, зачем апать яйцо в 2 звезды? Ты дашь тебе возможность становится минимум. Зачем так делать? Она у тебя сейчас просто будет висеть мертвым грузом, поставишь его на стол и будешь, ну, драться с яйцом. Покажешь всем, что у тебя есть яйца. Бавщина книжиков нужен. О, имба. Хотя на самом деле там у него было 2 имбы. Во-первых, у него там была мантия короля, которая работает на Манки Кинга. Это первое. Второе, это посох 3-го тира, где он будет играть сейчас через хитреца. Ну вот, допустим, сейчас смотрите. Сейчас придет хитрец ему. И все, как бы. А апнуть он его не сможет 2 звезды. А яйцо потом, ну, может не упасть от слова совсем. Ну ладно, короче, это такое. Апнул и апнул. Потенциал яйца уменьшен. Оно не свисает нигде. Зачем антимаг? Что ты хочешь от антимага? Не бери антимага. Антимаг — это темная сторона. Убирай ее. Ты и так уже с Манки Кингом. Ты хочешь себе двойную темную сторону устроить или как? Тебе он не нужен. Не, ну может там он конечно, таролах, либо экстрасенсолах, либо кто-то еще. И он просто сейчас заванговал то, что ему сейчас придет 2 хитреца. Все может быть. Магический посох 3-го тира в Манки Кинга? Зачем? У тебя только что, если что, хитрец сдох, ну, не по той причине, что он лох. Ну и по этой тоже, конечно, но нет. Верни обратно, пожалуйста, посох 3-го тира. Пожалуйста. Но ты тут, я так понимаю, пошел вообще в разнос, во все тяжкие. Ты принимаешь максимально темную сторону. Темная сторона силы, берешь еще себе и антимага сверху. Может, ты еще инсектоидов добавишь, а? А? Надеюсь, что нет. О, ну ладно. Сейчас посох 3-го тира он настакает. Уже 5 стаков есть. Все, Манки Кинг будет сейчас настакать посох и будет отлично. Забираю свои слова назад. Не, на самом деле, типа, вот сейчас он может спокойно отдать эти предметы в хитреца. И этот хитрец будет наваливать движа. А еще Дискорд не используешь на максимум. Тебе Дискорд надо ставить в середину примерно. Потому что у тебя, ну, не на всех Дискорд, короче, падает. О, яйцо, отлично. Вот это хороший подгон. Теперь бы еще одного хитреца найти. Было бы вообще шикарно. Угу. А что там у противников? Давай посмотрим. Не, ну сейчас уже, когда у тебя на посохе 5 стаков, можно в действительности закинуть в хитреца этот предмет. Он сейчас будет очень много дамажить. У тебя это хитрец, там будут просто отрывать такие куски. Не, хотя на самом деле ему так не фартит на хитреца, ему постоянно прилетает контроль, это прям обидно. Но вот в данном случае хитрец бы мог и вытащить. Не хватает от хила, серьезно, ему надо бавчерных книжиков поставить. Поставить бавчерных книжиков, ему будет намного проще. А еще было бы намного проще, если бы он сейчас отдал бы посох 3-го тира. Я просто в который раз замечаю, что там хиксы прилетают. О, все. Все, забираю свои слова назад.
Отдай перчатку Манки Кинга. Ну, либо так. И верни ману плюс 50. Ну, либо так. Тоже пойдет. Надо Дискорд в середину поставить. Потенциал Дискорда не раскрывается в таком случае. Блин, я уже жду, когда к нему придет хитрец. Я хочу увидеть хитреца в 3 звезды. Надо отхил ставить. Не, без отхила ему порвут 5-ю точку. Ну, тупо не хватает. Надо баф чернокнижников. Нету бафа чернокнижников, либо нету бус 3-го тира. Ему будут срывать табло. Его, ну, просто рыцарь выносит. Из-за того, что ему не хватает сейчас отхила. Нужен отхил. Очень жестко нужен отхил. И срочно. Да что ж такое у меня нос чухается? Алло. А еще нужен один хитрец. Так, пивасик идет хорошо. Че ты пивасика сразу не апнешь? Певчанский это ж хорошо. Сомнительно, но окей. Ладно, смотрим. Хила нет. Я 10 раз об этом сказал, но хила все равно до сих пор нет. Эта ситуация не поменялась до сих пор. Опа, чирик, мастерская бума, есть гнездо Мамора. Кстати, гнездо Мамора... Ну, как бы... Блин, если ты хотел сыграть на контент, ты мог взять сейчас мастерскую... Ой, мастерскую... Гнездо Мамора, закинуть туда вот этого хитреца, забрать его в 2 звезды, юзнуть яйцо двухзвездочное и просто кайфануть от жизни. У тебя был бы хитрец, тогда в 3 звезды. Чё ты как-то этот ты момент, ну, прошляпил. И отхила до сих пор у тебя нету, поэтому тебе надо баф чернокнижников поставить. Да, душный. Ну, зато информирую как надо. Не, просто мог немного на гарантию сыграть и сделать лучше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тебе и прикол. А, ну это все. Гарантию даю, он здесь забирает топ-1, ну вообще налегке. Манки Кинг 3 звезд, это хрень не контрится. Не, контрится, если у тебя есть аналогичный сильный керри. Давай, все предметы сейчас перекидывай. Ой-ой-ой, это все, ты можешь просто вот это, ты посох 3-го тира скипать. Эти вообще... Кристалл призрака, естественно. Ладно. Окей. Вопрос. Почему именно ты через хитреца сейчас играешь, а не через Манки Кинга? Я не буду делать заранее выводы, но просто почему так? Вопрос. Очень на контент? И Темплара квапнул 2 звезды. Много непонятных действий и много непонятных улучшений. Тебе нужен отхил, у тебя нет отхила, ты берешь, апаешь себе темпларку вместо того, чтобы себе сделать отхил. Как я уже сказал ранее, он здесь 100% побеждает эту катку, потому что у него Манки Кинг 3 звезды, а эта хрень не контрится. Ну, кстати, хитрец сейчас внес свой импакт с драконьим рогом. Еще и Винстрик сбил, отлично. О, ему и леший, прикиньте, ему с панда пришел леший и пивная панда. Хорош. Вместо Марса ставь. Да давай вместо Марса ставь. Все, и Манки Кинга ставь посередине и кайфуй от жизни. Но, ребята, что я хочу сказать. Это 100% каточка выиграна на скилле. 100%.
Манки Кинг 3 звезд ни капли не имба. И хитрец ранний в 2 звезды тоже ни грамма не имба. Манки Кинга поставь посередине под алхимика. Ты сейчас будешь держать их в вечном стане. Алло. Этот момент ты не продумываешь как-то. Ты бы мог уже поставить в действительности как бы посередине напротив алхимика Манки Кинга. Вот ты бы сразу по всем палкам кидал. В принципе, он сейчас и так это делает. Но все же. Там, кстати, чел себе эту бабку в 3 звезды нашел. Ну как же плевать, когда тебя Манки Кинг уже начал станить. Вообще плевать. 0 шансов. Не. 0 шансов. Если Манки Кинг тебе только один раз тычку уже нанес, то готовься. Он не отстанет. Он будет долбить тебя до тех пор, пока у тебя есть силы стоять. Ну, либо ты психанешь и гритеров поставишь. Я вот на месте вот этого типа поставил бы гритеров. Хм. Ну вот же, у тебя посередине. Смотри, какая толпа стоит. Поставь туда Манки Кинга, а? Посередине, ну давай. Я чувствую себя... А, ну вот, кстати, чел уже другую расстановку сделал. Но как бы плевать. Первая тычка сразу минус половина хп. Оу! Оу! А отхила-то нет. Но в любом случае сейчас может сработать синергия кунг-фу, потому что есть пивная панда, есть хитрец. Ваншот сработал, и чел на рыцарях отправляется в next лобби. Че, серьезно? Не отправиться в next лобби? Еще будет 1 раунд, точнее еще 2 раунда. Да не, ну должен же в next лобби отъехать. Ну давай, ваншот, ну уже пора. Пиво, ты меня подводишь. Я так тебя хорошо рекламировал, а ты меня сейчас так люто подводишь. Падла. Дай ваншот. А вот и хитрец. А яиц уже нет. Прикол. Ну ладно. Ну, будет еще 1 раунд. Ну, не понимаешь, что тебе от хила не хватает очень сильно. Не понимаешь. Хочешь найти предмет, но... Можно же поставить было бафчи на книжников. О. Сейчас Марси в 3 звезды соберет, будет кайф. Или сейчас яиц найдет тонну. Давай, еще 2 яйца. На скиллухе найди 2 яйца и будет кайф. Инчам. Плюс бабки. Все, хрень скипаем. Ну, БКБ неплохой предмет. От станов каких-то там и тому подобное. Ну, от всякой хрени. Нормально заходят. О. Лешего хочет в 3 звезды. Бам! Ваншот. Ваншот. One hit. Или one hit. Ваншот. Там у чела рапира была, прикиньте. 1 хп. Еще и рапиру выбил. Вот это вот смешной прикольчик. Боже, как ему яйца идут. Ты давай еще реально сейчас хитреца в 3 звезды собери. Давай еще одно яйцо.
Я до конца рассчитывал на то, что ему сейчас придет яйцо. До конца рассчитывал. Это было бы, знаете, такая эпическая каточка, где он еще и тупо еще нашел бы 3 яйца себе спокойно. Ну, да, рапирку давай, Манки Кинга, не бойся. У него и БКБ есть, и все, он сейчас ваншот раз пропишет. Смотрите, бэм. Еще раз, бэм. Не, надо еще раз. Бэм. Бэм. Не, такого Манки Кинга, ну, тупо не остановить. Во-первых, и радиком выжигает. И урона 1000 с руки. Ну вот я же говорю, самая огромная проблема, которую ты не решил в течение игры, это баф чернокнижников. 2 чернокнижника, 20% хп регена. Это было бы намного лучше. Но как-то так. Много, конечно, непонятных мувов и улучшений, но я это в течение игры, в принципе, говорил, но, как говорится, хозяин-барин, он видит какой-то конкретный билд, и он, соответственно, на нем играл. Ну, как-то так. Там, кстати, что тоже уникально, он на бабке сыграл. На 3-звездочной бабке. Ну, там предметы, конечно, вообще не сладкая тема. Там и алхимик 3 звезд, и бабка 3 звезд. Ну, что я хочу сказать. Я в течение игры в целом свою мысль выразил, вопросы позадавал, некоторые мувы тебе подсказал. Вот самый жесткий мув, который ты вот не решил, это нет отхила. Из-за того, что у тебя не было отхила, ты проигрывал некоторые раунды. Но в конечном итоге получилось красиво, получилось с Манки Кингом 3 звезды. Я на самом деле рассчитывал, то, что будет хитрец 3 звезды, но без имбы никуда, правильно? Правильно. Ну и в целом сценарий кунг-фу мне нравится. Как-то так. Ну что, добавить мне особо нечего. Итог мы видим. Кстати, инкам у них почти одинаковый. На 20 монет у второго места больше. Как-то так. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте свой лайк поставить и комментарий от 3 слов в поддержку данного ролика, чтобы он продвинулся в тренды и рекомендации. Если ты еще не подписан, то подпишись обязательно, потому что цель 5000 подписчиков, а губа не дура, и до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!